Приветствую вас, прекрасные люди! Вы на канале Деревенские Непоседы. И сегодня мы с вами не на стройке, не где-нибудь еще, а на нашей даче. Потому что я вам хочу показать, какие сорта томатов мы выращиваем в наших тепличках. Начну с того, что немножко расскажу о том, насколько сложно вырастить достойный урожай. Мы живем в Сибири, в Новосибирске. Нашему участку уже более 40 лет, из которых мы на нем живем 13. И только последние 3 года мы активно занимаемся тем, что создаем удобный и плодородный огород. Земля на участке была совсем отвратительная, глина и куски угля. В общем, здесь ничего не росло, кроме сорняков. Пришлось очень сильно постараться, чтобы изменить данную ситуацию. Что именно я делаю для улучшения земельки, я расскажу вам в следующих видео. Не пропускайте. Но благодаря всем усилиям мы стали получать шикарный урожай. Такие красавцы. Сейчас на участке расположено 2 теплицы. Вот такая большая. Вот такая средняя теплица. Ну и, конечно, вот такие парнички. Кстати, подробная инструкция, видеоинструкция о том, как их сделать, есть у нас на канале. Смотрите, ссылочка, которая всплыла сейчас. Еще есть ссылка в инфобоксе. Там подробная инструкция. В одном из таких маленьких парничков у меня растут томаты тоже. Но об этом я вам расскажу чуть позже. Начнем с самого интересного. Большая теплица. В ней растут высокорослые томаты. Пойдемте посмотрим. Вот это у нас растет томат абрикосовый. Это раннеспелый томат. Его масса плода от 105 до 115 грамм. Завязывается по 8-10 штук в каждой кисти. Пока еще не пробовали, но он такой, знаете, пушистенький. Прям как самый настоящий абрикос, как персик. Этот томат от агрофирмы Аэлита. Томат абрикосовый, серия «Народный любимец». Это томат абруццо. Он вырастает достаточно крупноплодным, до 300 грамм. Один вот такой томатик. Это крупноплодный сорт с оригинальной грушевидно-ребристой формой плодов. Он раннеспелый. Высота у него 170-200 сантиметров. Он идеален для теплиц. Томат абруццо также от агрофирмы Аэлита. А это удивительные томатики «Интуиция». Очень красивые, ровной формы и очень красиво зреют. Этот томат от селекционно-семеноводческой фирмы Гавриш. Он среднеспелый, масса плода 100-110 грамм. У меня здесь посажено несколько кустов. Вот так он растет. Так выглядит этикетка, упаковка семян. Это томат арбузный. Он высокорослый, у него мясистые плоды, будут большие, 150 грамм. Этот сорт тоже от Гавриш. Вот такая вот этикеточка. Высокорослый, вкусная сочная мякоть. С одного растения 3 килограмма. Такой красавчик. С другой стороны парника также вот растет «Интуиция». Посмотрите, что за чудо. Это томат «Черный жемчуг». Он среднерослый, у него очень сладкие плоды. Они небольшие, всего 30-40 грамм.
Один такой помидорка. Смотрите, какая прелесть. Вот такие обильные завязи. Такие вот томатики, помидорчики. Тоже гавриш. И вон туда доверху они. Упаковочка выглядит вот так. А это чудо всем известно. Как думаете, что это? Конечно же, это кровавая Мэри. Удивительный томат. Он достигает 430 грамм. Вот такой. Уже тяжеленький достаточно. Тоже он такой среднерослый. Очень интересный. Такие чистые помидорочки гладкой формы. И это у меня тоже гавриш. Выглядит упаковочка вот так. Ну а это, конечно же, любимый всеми сорт чудо-детки. Вот эти маленькие малыши. С детства их обожаю. Все хотела вырастить. И в этом году, наконец-то, получилось. Посмотрите, это что-то с чем-то. Такое обильное цветение. Так много завязей. Это раннеспелый сорт томата. На кисти завязываются они почти одновременно. Созревают тоже, как обещают, одновременно. Ну вот здесь вот видно, да, что более-менее. Вы просто посмотрите, какие здесь соцветия. Все цветет, все завязывается. Это все будущие помидорчики. Вот так выглядит упаковочка. Томат чудо-детки. Я, конечно, не могу удержаться, раз я тут. Обязательно скушаем. Это, конечно, вкуснятина. Надо собрать помидорчики. Ты тоже хочешь? Да. Давай. Все? Итак, всего в большой теплице у нас растет 6 сортов томатов. А сейчас давайте пройдем с вами в среднюю тепличку и посмотрим, что у нас там. В этой теплице я высаживала томаты среднего роста, но слишком рано их весной высадила, и они все замерзли и погибли. Поэтому в этой теплице высадила те же сорта, что и в большой. Но вот только здесь они растут намного хуже. Вот я пока не понимаю, в чем причина. Если у вас есть догадки, напишите мне обязательно, я буду благодарна вам, вашим советам. Так как мы только что открыли, здесь очень жарко, поэтому долго здесь задерживаться не будем, даже дышать нечем. Так, расскажу, что здесь у меня растет еще такой сорт, как шоколадное чудо. Обещает быть вот таким вот. Пока нету ни одной завязи, ни одного плода. Посмотрим. Также здесь у меня растет томат золотая кисть. Вот обратите внимание, всего ничего. Не знаю почему, но здесь прям что-то совсем плохо. Хотя даже я посадила физалис, что пчелки были. Все равно плохо завязи. Вообще интересно, я тут экспериментирую с томатами на улице. Но вообще они, конечно, растут намного хуже, чем в теплице. Но именно вот этот сорт, томат золотая кисть, да. Иди сюда, Илюша. Посмотрите, вот здесь завязался намного лучше. Причем я здесь не посынковала, ничего не делала. И прям вот-вот-вот они плодики. А в этой маленькой теплице растут у меня низкорослые томаты. Такие как Санька. Я решила прикалываться над Сашулькой и посадила Саньку. Очень интересные, ровные формы. Томатики, помидорчики. Смотрите, какие красивые. Вот так они выглядят. Семена седек. А здесь растут Бонни М. Вот такие семена. Вот такие сорта я выращиваю в этом году. И очень сильно радуюсь,
потому что это на самом деле в этом году шикарный урожай по сравнению с предыдущим годом. Если у вас остались вопросы, обязательно пишите в комментариях. Также вы можете писать мне лично в Инстаграм. Ник вы сейчас видите на экране. Также ссылка на мой Инстаграм есть в инфобоксе. Добро пожаловать! Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал. И обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А мы ждем вас снова к нам в гости. До встречи на канале Деревенские непоседы.